советском городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербург, в середине 60-х годов, строители, сносившие старые двухэтажные деревянные дома, в поселке Парголово, обнаружили могилку с деревянной статуэткой собаки и прикрепленной на ней фотографией с подписью «Дорогому другу Трезору 1939-1945 годы» от спасенных им жильцов. Тогда еще были свежи раны людей, пережившие ужасы войны и голодные годы блокадного Ленинграда. Рабочие проявили дань уважения памятнику и стали искать жильцов через паспортный стол. Поиски принесли свои плоды через неделю. Во двор сносимого дома пришел седой старик и аккуратно снял фотографию собаки. В выражении его лица чувствовалось волнение от пережитых воспоминаний. Обступившим его строителям он, вытирая слезу, стал рассказывать трогательную историю про общего любимца двора, помеси дворняжки и гончей по кличке Трезор. «Это наш Трезорка, спаситель взрослых и детей нашего дома от голода. Его фото будет укреплено на самом почетном месте в новой квартире. Кто бы мог подумать, когда в довоенный 1939 год, спасенный нашими дворовыми ребятишками от голодной смерти, скулящий от холода и страха щенок-сирота, отблагодарит не только приютивших его хозяев, но и жильцов всего дома за любовь и заботу в тяжелые блокадные годы». Чего греха таить, родители поворчали на детишек, прежде чем и самим принять участие в жизни собаки. А когда началась блокада, в первую зиму войны 1941-42, первыми жертвами стали домашние животные. Некоторые, вместе с хозяевами, умирали от истощения в заледеневших домах, многие же пострадали от рук обезумевших от голода ленинградцев, но были и те владельцы, которые до последнего дня делились со своими питомцами скудным пайком. К сожалению, эти случаи были редки. Голод дошел и до пригородного поселка Парголово. В деревянном доме, которое вы снесли, жили 4 семьи, у всех были дети, и кормить их было почти нечем. И вот наступил момент, когда и в миску игривого, умного пса, кроме воды, было нечего налить. Трезорка посмотрел в миску, почесал за ухом, постоял какое-то время неподвижно, будто что-то обдумывая, и ушел. Было тяжело смотреть в голодные глаза собаки, и поэтому его исчезновение принесло нам облегчение. Но любимец двора и не думал нас покидать. У него были другие планы. Он решил добыть еду на охоте и поделиться с нами. Ровно к обеду хвостатый друг двора принес в зубах пойманного жирного зайца. Вы не представляете, как голодные люди были рады его трофею. Мясо пойманного животного накормило и его владельцев, и остальных жильцов дома, а требуха, лапки и голова досталось самому добытчику. С этого дня его вылазки за зайцем стали почти ежедневны. Охотился Трезор в заброшенных полях совхозов, где у зайцев было раздолье от неубранного с сентября урожая капусты, морковки, картофеля, свеклы, которые так и остались в грядках, когда фронт подступил к городу. Ух, и расплодились они тогда. Благодаря верному другу, бульон с питательной зайчатины стал обычным ежедневным рационом у 4 семей. Женщины же дома набили руки в шитье зимних варежек из заичных шкурок. Они служили им средством обмена на табак у некурящих, а затем саму махорку меняли на продукты питания. Трезорка своими походами подсказал нам еще одно спасительное решение в добывании пищи. Дети вслед за ним отправлялись на засыпанное снегом поле и собирали овощи, пусть они были и замороженные, но стали приятным дополнением к скудному хлебному пайку. В первый Новый год войны, 31 декабря, на радость детям, жильцы украсили елку возле дома. На ветках вместе с игрушками висели и настоящие шоколадные конфеты, которые родители выменили у армейских тыловиков на тушку пойманного зайца. Погиб наш Трезорка после окончания войны. В июне, как обычно, с утра отправился на охоту, но уже через час, тяжело раненый, истекая кровью, он из последних сил приполз во двор, оставляя за собой кровавые следы. По всей видимости, на этот раз ему не повезло, он подорвался на мине. Дети и взрослые горько рыдали по нему, как по умершему близкому человеку. Всем советом решили похоронить его во дворе дома, поставить памятник. А фотографировать успели аккурат в последнюю победную весну. Каждый год, 9 мая, 16 человек собирались вместе возле его могилы и поминали нашего героя.
К концу рассказа старик поблагодарил строителей, что они не тронули могилку. И напомнили им о подвигах Трезора, добавив, что и его внучата сохранят память о нем. Он попросил не сносить его погребение, а посадить на этом месте ель, чтобы она зимой радовала жильцов новостройки, как тогда их в первый Новый год войны. У парадной нового дома жителей, переселяющие в свои квартиры, встречала красивая, разлапистая ель. Они и не подозревали, что эта ель – безмолвный памятник собаке, который, несмотря на риск попасться в руки живодерам или погибнуть от пуль и осколков, добывал для голодающих ленинградцев пищу. Его верность была сильнее любых опасностей. Подвиг Трезора не мог кануть в лету. 8 июля 1922 году в городе Всеволожске Ленинградской области был торжественно открыт памятник в его честь.